Привет, вы на канале Пользы.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. Сегодня вы попали на стрим. В чем его особенность? Я сегодня при вас буду гонять Red Magic. Это смартфон, который я бы никогда не купил и врагу бы не советовал, потому что это ZTE. Это Nubia Red Magic S7 Pro. В чем его огромный плюс? В первую очередь то, что этот смартфон мне не пришлось покупать. Спасибо дяде Филу, он мне предоставил смарт для обзора, канал Честный Блог. Если мы наберем 500 лайков, я сделаю на него нормальный обзор. Ну, в моем понимании нормальный, вы же понимаете, что я ищу минусы, а рекламу, реклама это всегда хорошо. А к чему это все? К тому, что здесь нет кодека aptX, эта штука лагает. Даже те, кто кричат, что окей, круто, мы купим вместо него Lenovo, которое я тоже не рекомендую, забывают о том, что здесь камера, уровня там 2017 года, она ужасна. То есть, что основная, что фронталка здесь а-ля спрятана, но при желании ее можно увидеть. По поводу всех остальных фишек, как он живет в режиме игры и всего остального вы увидите сейчас на лайв-канале. Если вы смотрите на лайв-канале, пишем любой комментарий, ставим лайк, и вы поддержите в этом смысле мой проект. Проект в том, чтобы я гонял даже подобные смартфоны, которые мне не особо, возможно, даже интересны, но вам будут интересны. Почему не особо? Потому что за эти деньги Red Magic 6, без разницы, 7, 8 или 12, можно купить Asus ROG Phone или Black Shark, и для меня этим все сказано. Но мы не для этого собрались, мы собрались для того, чтобы не я свое мнение вам сейчас каким-то образом навязывал. Я уверен, что есть фанаты ZTE, в конце концов, на заводах ZTE, продавцы ZTE, маркетологи ZTE, всем нужно ходить в ZTE, и считайте, как бы потребителей ZTE хватает. Плюс на них просто лютая маржа, потому что это третий эшелон, он никому не нужен, его пихают со всех щелей. Моя щель, если что, не для того, чтобы пихать. Еще раз повторяюсь, что я даже на постах очень часто делаю в телеграм-канале скидок, в описании можете посмотреть. Слово «покупаю» я зачеркиваю. То есть вы можете посмотреть, оценить лот, оценить стоимость, посмотреть комментарии, и я бы не советовал это дело приобретать. Хотя, опять же, у каждого своя голова на плечах. Пишем, как вам звук, пишем, как вам картинка. Это самое важное. Беркман, к слову, я даже Blue микрофон подвесил. То есть в идеале у вас сейчас картинка должна быть хорошая. Напоминаю, почему МТКшный, не МТКшный телефон имеют возможность стримить, потому что в МТКшке MHL, проще говоря, я могу стримить в линию не с Твича, вот допустим, как я мог это делать вот в линию, опять же, на iPhone, возможно, на 13 Pro Max также в линию через переходник буду стримить для того, чтобы вы увидели автономность, да и мы, в принципе, пообщались. К сожалению, МТКшных смартах это невозможно. Вот вчера мы гоняли Neo 3, и, к сожалению, пришлось опять же гонять не, получается, через кабель, а напрямую, и были артефакты, был ужасный звук. Сейчас звук у вас идет не из микрофона данного телефона, а идет напрямую от меня. И картинка идет не с фронталки этого смарта, и слава всему, потому что если бы вы увидели фронталку, вы бы этот обзор сразу закрыли. Но все в огне. В огне в чем? Спасибо большое, что всем все дошли. Да, я уверен, что кому-то подарят. Если вам это дело подарили, если вы его выиграли, если вам предоставил это дело производитель, если вы не знаете, что такое бренд, не знаю, Samsung, OnePlus, вы никогда не видели айфонов, если для вас 50 тысяч рублей, купили вы себе 10 смартфонов, как мне кто-то в комментариях написал, вот мимо меня проходит 160 видов смартфонов за год. И я почему-то всем все советую. А что ты там будешь советовать, если мимо тебя прошло 160, и ты реально понимаешь, что есть топ? То есть, если это Realme, то это OnePlus Ace Racing Edition Neo 3, это средний сегмент. Если это Xiaomi 11T, 11T Pro. Если это, допустим, не знаю, с iPhone, то это все. Но если нужна съемка, это 13 Pro и 13 Pro Max. Но это лирика. В первую очередь мы с вами встретились для того, чтобы протестировать еще раз смартфон, который я, к сожалению, забыл поменять название, в стриме, в самом Твиче. Вот сейчас я это делаю, я не уверен, что все это дело получится. Вроде получилось.
Надеюсь, что получилось. Сейчас я еще одну штуку поменяю. Подписываемся на Twitch. Я очень надеюсь, что... Я уверен, что мы с вами разменяем 1000 человек. Не будет у нас... Не думаю, что будет у нас в онлайне много, потому что я не девица в купальнике, заползающая в... Куда? Правильно, в бассейн. И я никогда не буду ни за какие деньги играть в азартные игры при вас. Потому что я считаю, это мрачное дно. Это все равно, что продавать какие-то виды наркоты. Ну вот, это лично мое мнение. Если уж хочется чем-то плохим заниматься, то... Вот. А к чему это все? К тому, что у каждого есть свой выбор, что делать. Вы, скорее всего, на лайв-канале. Еще раз, меня зовут Саня. Если проблемы какие-то со звуком, цветом, предложением по картинке, обязательно пишите. Обязательно буду стараться все это дело исправлять. Сейчас я буду переключать вот эту вот штуковину на игровой режим. Вы видите, что вот он в чехле. Из интересного давайте сразу... Что здесь в Antutu 1 000 000 с лишним баллов. Это очень круто, это очень весело. Сейчас я вам покажу. Ничего этого необычного нет. 1 000 000 баллов выбивает много смартфонов. По поводу комплектации. Здесь минимальная комплектация для него. Но это так же, как у ROG Phone 6, который будет завтра на канале. Это 8 гектар оперативы. Ой, 12 гектар оперативы и остальные радости. Ну, видите, уже он уже подфризивает. Но стоит 60 Гц. Сейчас мы выставим 120 Гц, разумеется, если Twitch пропустит. Мне кажется, пропустит, потому что я стримлю через Razer. И вполне возможно он откажется. Не отказался. Яркость максималка. Все остальное вы уже увидели. Время отключения экрана 10 минут максимум. Рамки огромные. Подбородок есть. Все опять же относительно. Буду играть в PUBG New State. И по процентам 100% заряда. То есть вы сейчас видите, сейчас я открою смарт-тесты. И опа. Вот сейчас вы будете меня, может быть, хуже видеть. Метод наложения давайте обычный. Деактивация, активация. И может быть преобразовать осветление. Может так. Вот так, чтобы я вас не бесил, пойдет. Мы с вами сейчас засекаем благополучный часик. Уже, кстати, ощущаю, что телефон нелегкий. Но взвешивать и все остальное, повторяюсь, набираем 500 лайков. И я все это дело начинаю тестировать. 500 лайков не набираем, я не буду его мучить. Мы увидим его здесь. И говорю, учитывая камеру, ну, такое себе. Я бы себе такой телефон не хотел, и советовать я его однозначно не могу. Поэтому, есть ли смысл делать обзор, решать только вам. Всем привет всем. А что значит это видео недоступно? Номер 5000. Просто первый раз я в Твиче. Я не знаю, но мы вроде бы общаемся и вроде бы видео доступно. Включаю секундомер, уверен, что все это дело будет работать великолепно. Лагать может и будет. Я с вами буду делиться впечатлениями. По ощущениям, мне сейчас мало яркости. То есть это очень забавно звучит, особенно от меня. Но мне реально мало яркости. Не знаю, почему такая беда. Настройки, графика. Давайте ультру. Ну, здесь по-любому ультра. Высокая. Включаем HD текстуры. И, наверное, надо перезагрузить. Все это дело перезагружаем. Уже 99%. Запомнили, с 99% будем вести отсчет. Никакие дополнительные какие-то штуки. Ну вот, мы видим, получается... Заряд батареи, герцовку всего и вся, и, в принципе, все, что вам надо, и все, что мне надо. Смотрим, как он не сбросил ли графику, надеюсь, не сбросил. Ничего я не буду брать. Настройка. Графика. Нет, сбросил. Не хочет он включать ультру. Ну, посмотрим. Я сейчас поиграю. И все, настройки сохранены. Применить. Я не нажал тогда сохранить. Все. По большому счету, я все скачал. И, наверное, можно играть. Никого нет в онлайне. Значит, я буду бегать один. Может быть, оно и хорошо. Так, от третьего лица и королевская битва. Бой насмерть. Режим тренировки. Лапс.
Так, я бы не хотел бежать втроем. Я бы хотел не отряд. Одиночный. От третьего все. Нет, экстрим 6. 8 на 8. Бой насмерть. Арена. Режим тренировки. Нет. Королевская битва. Я думаю, что стандартно. Мы будем прыгать там, где побольше километров. Правильно? Зажигаем. У кого какие вопросы? Во, понеслась. Сколько процентов заряда? 99. Так, добрый день, Александр, отличного стрима. Будет ли топ ноутбуков? Вполне возможно, но опять же, давайте откровенно. Я не смогу, к сожалению, в него включить все, что я тестировал. Хотя, опять же, давайте я буду у серых магазинов брать ноуты. Если вы дадите зеленый свет, то есть мне в комментах напишут: Саня, тести ноутбуки, то тогда я буду брать их, тестировать и рассказывать. Дальше. Донат в Диабло тоже азартные игры. Донат в Диабло не азартные игры, опять же, потому что ты с этого дела можешь все-таки спрыгнуть. Давайте не будем передергивать. Почему? Потому что азартные игры — это NLP. Нервно-лингвистическое программирование подразумевает, что вы видите чаще всего либо кумира своего, либо какую-то девушку симпатичную, которая каким-то образом магическим выигрывают в казино. И, разумеется, это разводилово. Кстати, мне в прошлый раз Александр закинул донат, огромное ему спасибо. Donation Alerts внизу и вот. И Жужу тоже. Спасибо вам, я просто не увидел в прошлый раз. Так. Можешь пока один погонять, потом вместе можно, да? Я говорю, мне не хватает яркости. Я вам сразу говорю, яркость у экрана какая-то лабутень. Я даже сниму очки, если вы не против, потому что мне не хватает яркости. Но я не знаю, вот давайте сейчас посмотрим по спекам. Какая-то лабутень. Но такого быть вроде бы не может с одной стороны, а с другой стороны мне реально не хватает яркости. Кто-нибудь видел этот смартфон вживую? Мне вот просто интересно, кто мог сказать, что здесь с яркостью все окей. Здесь очень нищенский экран. Он плоский, это круто. А вот сколько здесь кандел, очень большая разница ощущается, когда ты тестишь что-то топовое и его. А здесь даже нет его. Так, а у меня где здесь Radex? Ну-ка. Ну давайте, допустим, вот так, 185. Я понимаю, что это я неправильно измеряю. Так, шим нам не нужен. Ну давайте кандел на метр квадратный. И просто очень мне интересно. Сейчас 5 секунд. То есть 52, 54 у айфона. Здесь 36. Окей. Люксы. 639. Вы ощущаете? Ну, наверное, надо, конечно, окей, одну белое что-то. Вот давайте на белое. 367. 806. Всем видно? Блин, я сейчас не могу просто пропустить мимо это. Ну, как бы это лабутень. Кто там обзоры смотрел? Кто-нибудь? 1300 люксов. Окей. И сейчас мы открываем какой-нибудь Яндекс. 460, 475. То есть вы ощущаете, притом у Яблока не самый яркий экран. До какой степени он тусклый. Друзья, ну это нища. Плюс мне в карму, что я, может быть, кого-то предостерег от этой ужасной темы. Так, вот того типа я смогу убить. Наверное. Кто-нибудь не написал, какой я хороший? Что я молодец. Самый нищенский смартфон, я назову это так. Ну реально, это какая-то лабутень. Яблоко не самые яркие смартфоны. Как так может быть? Так, а почему здесь звук такой? Здесь кулеры работают. Слышите? Я думаю, как это отключить? Я не хочу кулера. Так. Кулера отключил. Все, отлично. И игру. Вы слышите игру?
Я потому что не слышу почему. О, слышу, все. Отлично. Все. Не мог я клиента этого не победить. У меня такое ощущение, что это не боты. Хотя, может, это и боты, конечно. Но просто они какие-то залутанные, прям по-хорошему. Зачем было его, интересно, так убивать? Очень неудобное здесь управление, по мне, опять же. Если можно просто его задавить. И потом все остальное сделать. Хорошо, что здесь не команды. Были бы команды, меня бы уже убили, наверное. Так, ну что. Пулемет, разумеется. И жгем. И теперь нам нужно что? Правильно. Что-нибудь на себя натянуть. Игру слышно, жужжит как Карлсон. Но уже не жужжит. Уже все хорошо. Так, и далеко мне ехать? Да, далеко, наверное, надо выезжать. О, ничего себе. Одиночная. Притом он в каске. Тут как раз мне будет каска. Игру слышно, отлично. Надо ведь везде замерять. Чего? Нет, так я везде замеряю. Просто я не всегда на это акцентирую внимание, особенно когда мне хватает этого дела. Так, я минику заберу у него. Будет у меня вместо этого дела. Все, каска есть, теперь можно играть. Да, с командами только приземляемся и убивают из моего платинового рейтинга. Ну ладно, ладно. Ты не хочешь со мной играть или к чему? Я тебе еще раз тебе повторяю, что мы не играем с тобой по одной причине. Тебя не было в онлайне просто, и все. Дмитрий, не пытайся видеть смысл там, где его нет. Мне как-то тихо все равно. Сейчас надо поискать. Сейчас 5 секунд. Есть управление как его называют? Ускорить. Не надо мне ничего ускорять. Раз. Скажите, как звук, потому что я сейчас буду пытаться... Опа! Ничего ж себе. А вот там вот по мне лупили очередью. Ой, я не попал. Смотрите. Какой хороший бот. Вполне возможно, кстати, это не бот, а реально люди плохо играют. Или все-таки это боты? Обрадуйте меня кто-нибудь. Скажите, что я хоть одного не бота убил. Так, М20, М416, ничего я не буду брать из этого. Вот иксы, а иксов нет ни у кого. Ну и зашибись. Ради чего останавливался, непонятно. Дальше можно по урону судить. У ботов он снижен. Ну, значит, бот был. Вон еще один бот. Скорее всего. Ну, вообще, в мое время боты не стреляли по машинам так грамотно. Может, я где-то что-то не понимаю? Но, может быть, реально боты стали лучше. И умнее. Скорее всего. Опа. Как-то я пропустил вспышку. Нет, не пропустил я ничего. Я так не доеду. Управлять. Пока подготовлюсь и управление сделаю как следует. Да, давай, жги. Да, жизни мало уже тачки. Бенза есть, а жизни нет. Вот так оно и бывает. И уже половины народа нет, кстати. Боты друг друга уничтожают довольно быстро, я смотрю. Будет самое обидное умереть в тачке.
Надеюсь, это не произойдет. По итогу игры, как тебе этот PUBG? Мне нравится здесь сложнее управлять машинами и лучше графа. То есть с точки зрения всего остального... Ну, вообще, игровой процесс больше, наверное, здесь затягивает, чем у прошлого PUBG. Даже дело, наверное, не в мультяшности. Все, выходим. Не нужны нам проблемы. Всем привет, Universal, привет. Приятно тебя видеть. Вы ощущаете, до какой степени никому не интересен этот Red Magic? Хотя, в принципе, 20 человек мы собрали. И пока... О, не-не-не-не-не. Ну да ладно. Ты не должен падать вообще. Надо постоянно новые аккаунты заводить, чтобы в игре казалось, что я не лама непальская, да? Нет, ну в PUBG я, кстати, не полная лама. В мобайл. Да, вот как с такой яркостью играть, я не знаю. На солнце вообще хлам. Но в помещении даже яркости мало. Это учитывая, что у меня здесь все включено. Так, и... Скорее всего, у них там заруба уже внутри зоны. Надо искать дропа. А эта игра требовательна? Нет, не требовательна, если ты не будешь ультру всю ставить сплошную. Все будет в огне. Ой, я думал, он проедет проще. Хороший забор был. Так, я уже в зоне. Я уже в зоне, и отсюда можно смотреть, где самолетики летают. Так, сейчас я погромче попытаюсь сделать и себе, и вам. Так, но не факт, что у меня это дело получится. И... Может быть, получится сделать погромче. Игровой экран яркий. Да, игровой яркий экран. Нет, завис. Завис Razer программка. Ну и ладно. Надо еще будет тач смотреть. Могу программку тача скачать. Опа. Вот там клиент. Прикиньте, он не уезжает, не уходит. А как так? То есть я его везу, и он не умирает. На капоте. Очень странные дела. Вот такая вот игра. Да, и брони толком не было. Бот. Довольно бесполезный бот. Нужна броня третья, и тогда я буду морально готов встречаться с более-менее реальными игроками. Сел на бампер, да, и прокатился. Но в итоге все равно погиб. И... Какая-то там фаза завершена. Первая фаза. Окей. Ну что, полутаемся здесь? Или будем искать самолетик? Я бы самолет поискал, конечно. Что ничего нового я здесь не налутаю. О, есть, вижу. Самолет вижу, дроп не вижу. О, дроп тоже вижу. Погнали. Да, и я теперь мне не интересно все это. Неинтересно. Хотя стрелял он хорошо. Вполне возможно, это был живой тип. Чисто теоретически, учитывая, что это уже не первая моя игра, вполне возможно, это даже не боты. Все, во всяком случае. Вот там справа, допустим, хорошо кладет. По 3. Но, вполне возможно, это все боты. Единственное, что мне надо, это правильно. Это шмот. Ну и винтовку можно тоже взять. И уезжать отсюда.
Потому что вдруг и правда здесь будут не боты. А машина, хоть и железная, но половина жизни у нее уже ушла. На низких в меню проскакивает такое. Так, и вот он тип еще один. А нет, нет, да, это тип. Серьезно? А как так могло произойти? То есть вы прикиньте, я, получается, его прокатил, и он остался живой. Это он был или нет? Вообще какая-то лабутень. Нездоровая при том. Так, и иксы мне здесь точно не нужны. О! Там зарубы. О! Клиент. Опа. Здесь их два. Да откуда же он стреляет-то? А, вот он. Очень хорошее оружие. Ну да, с ботами не сложно играть. Просто фрагов набивай и все. Вон еще один. Может даже не бот. Да что ж такое? Может даже не бот. О! Прям очень хорош. Есть. Может даже не бот был. Ваши ставки бот был, не бот? Доровки. Доровки. Жаль, пришлось из-за него тачку разбить. Но все бывает. Лут хороший у него, конечно, будет. Так, и вот это вот все надо выбрасывать. Так, и что у него еще интересного? Энергетики и болики. Все. Так, все отлично. Тачка разбита. Я не знаю, как я на ней поеду, но я поеду на ней. А что здесь еще интересного из трупов выпало? Все. Мы упакованы. Теперь мне надо только этот, какой-нибудь пулемет и все. Не бот. Ну да, в третьей каске он прям хорошо себя старался провести. Может, и нас слагал или ждал куда-то чего-то. Дроп решает все-таки. Если ты успел цепануть, все. Так, а я колеса не разбил пока, нет. Не прострелил колеса. Так, и нас осталось еще 20. Что-то мне подсказывает, что это в основном даже не боты. Хотя не факт. Врываемся в зону. Уже довольно небольшая зона. Так обидно, бензы моря, а жизни нету. Ну, сам расстрелял. С другой
другой стороны, какие могут быть претензии? О! И клиент. Наверное, на ту возвышенность поеду. Или вообще вот здесь поднимусь. На церквушку. И отсюда все просматривается хорошо. Если кто-то хочет побегать, то он побежит по-любому. И видно будет отсюда. Если его здесь еще, конечно, нет. О! Откуда-то там. Очень похоже, что там, но там нет никого. О, вижу. Как же одиночные поставить-то, а? Вот там он бегает. Авто. Авто. Вместо авто как одиночное? Бум-бум-бум. Не вижу. Не вижу, как поставить одиночные, ну ладно. Так, но ему по-любому здесь проходить. Выходя из зоны. С другой стороны, я могу его встретить. Но я туда не побегу. На открытое пространство глупо. Как авто переключить? Добрый вечер, Крог Веб, привет. Где этот тип? Чем мне не нравится идея, что он будет со спины. Совсем уже он эпично бегал. Окей. Прокатимся до него. Живых. Я уверен, что он один из лучших там типов. Ну что? Оббежать он решил? Или нет? Ладно, нету его. О! Кто-то здесь стреляет. Хорошо так кладет. Вон он на самом верху. Да-да-да. Да-да-да. Ага. Валю я отсюда. Что он клал, и правда, хорошо. Ох ты, ёшки! Не-н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 е. Молодец. Хорошо пострелял. И вали отсюда. Раз.
Не слышу, вот плохо не настроила я звук все-таки. Надо было громче сделать. Опа. Да, жизни очень быстро тают. Тип решил меня, мне кажется, не ждать. Что ему самому до зоны бежать и гигей. Опа! Нет, решил ждать. Ну, окей. Окей. Я его не вижу. Ага, вижу. Ты уродец. Вот так оно и бывает. Когда думаешь, что ты нереально эпичен. Нужно принимать свои слабости, правда? Так, я не успею. Не успею в зону. Вон бежит чувак. Вижу его. И они перестрелку ведут. Там их двое. И значит еще, скорее всего, один здесь. Есть. Так, и нас осталось двое. У кого нервы будут крепче, я так понимаю. По зоне бегаем. Этот в кустах. Опа, вижу. Не в кустах, тип. Молодец, выбежал. Может быть, это бот. Скорее всего, это бот. А нет. Может, и не бот. Ну что? Да нет, скилл всегда был более-менее. Я без лишних этих. Ну, топ-1 наконец-то. Я все равно не понимаю, как авто переключить. Кто помнит, как здесь авто переключается? Точнее, знает, я вот здесь не знаю. Universal Rules, да. И видите, когда я проигрывал, больше народу смотрело. Так, ну что, следующий. Дмитрий Гордиенко. Ну что, ты присоединяешься? Нет, Дмитрий? К банкету. Но я говорю, я здесь не слышу ничего. У меня не получается почему-то с... Так, обратная связь. Да в топку обратную связь вы мне дайте настроить-то. Не настраивается звук. Сейчас я попробую по-другому.
30 минут уже прошло, и можно уже делать выводы, кстати. 84% это 15% полчаса. Ну так себе. Дмитрий, что, добавляешься? Давай вдвоем. Не запускается это дело. Так, отряд. А почему только 3 можно отряд? Ну окей. Давай 3. Я готов. Что это он там сальто крутил? Вполне возможно. На каком телефоне выиграл, тот и вы лучше. К сожалению, нет, это не так работает. К слову, скорее всего, я сделаю топ-100 наушников беспроводных и... Пригласить забыл? С чего? А, ну давай я выйду. Выйти в лобби. Телефон согрелся. Насколько? Давайте уж под конец часа покажу, потому что сейчас смысла особого нет. Мы и так знаем, что это мракобесная тема, в которой почти ничего не видно. Так, ну, пригласить в команду. Я ж пригласил. Так, 43 градуса, 44. Но это нестандартно для смартов, можете посмотреть. Притом с лица получается 44, а здесь 42. Вот такая вот история. Не вижу смысла его дольше часа гонять. Ну, сейчас посмотрим, как быстро нас с Дмитрием вынесут из этого матча. Сейчас жара пойдет очень быстро и трепетно, да? Подбор. Вечный подбор потом, когда вдвоем играешь. Нажать на кнопку ауто. Ну, у меня я не видел кнопки ауто. В этом-то и смысл. С вами можно, Крог, Веб, но сейчас, если нас вынесут, почему нет? Добавляйся. Какие проблемы? С нами всегда можно. Это если бы мы на лайве играли, то тогда бы там было эгегей сколько друзей. Или на основе. На основном канале тоже народу прибегает много. А здесь-то почему нет? Видимо, пассивное охлаждение нулевое, без кулера. Вполне возможно. Крог, Веб, так стучись к поза 667. Подбор матча уже минута идет. Все из-за смартфона. Это попытка пошутить. Сегодня, к слову, были на обзоре интересные довольно наушники. Мне были. Но, опять же, народу они не особо интересны. Anker Soundcore Sports X10. В чем их особенность? Они для спорта. И еще не с съемными заушинами, что вообще странно мега. Вот. Но вот так. Все еще поиск. Уже почти 2 минуты. Есть. Матч найден. Да начнется битва. При том, что, смотрите, из этих 35 минут получается, что он работал... где-то, наверное, минут 5 он в поиске просто игры. Ты начала разбираться в PUBG, ого-го. Опоссум всегда во всем разбиралась. Почему начала только-только? И Donation Alerts не работает. Все работает, я сейчас все отвечу, если что-то пришло. Так, понеслась. На развитие канала огромное спасибо, Астра, Поезд, и жду аналогичный тест на S22. Свой старенький S10, думаю на него менять. Ну, если Фил даст мне Самсу, то да, потому что по второму разу я его покупать не буду, если вы не против. Ну, даже если против, мне нужно сейчас почти полмульта на айфона, для того, чтобы купить сейчас. И из этого какой мы вывод делаем правильно? Что у меня лишних трат второй раз в Samsung я покупать, ну, так себе. Кстати, может быть, 14 Pro я разыграю 11 ноября. Вот, 11.11. Но там мы посмотрим, как у меня получится купить все это дело. И посмотрим. Санин ник запомнила, и все. Ну, это тоже важно. Астропоезд, вы же не убежали еще? Я надеюсь, вам успел ответить. Так, и что, 30 секунд нам еще до прыжка. Так вот, ваши идеи по поводу
я хочу сделать топ-100 наушников в воскресенье стрим, но, скорее всего, айфоны мне придут. Делать ли топ-100 наушников или нет? Вопрос дня. Ля-ля-ля. Вот. Да, 14 Pro мне хорошо, но я с ним все равно ходить буду, а потом уже решу. Ну, не решу, я реально буду разыгрывать, но по-любому будем, наверное, не знаю на чем. На стриме. На стриме 11.11, если наберем там 5000 лайков, то разыграю, это будет просто, я думаю. Вот, а если наберем 10 тысяч, то разыграю сразу. Если, опять же, у меня все получится, потому что еще неизвестно, смогу ли я купить все это дело 17-го, точнее 16-го в ночь, а 17-го с утра мы уже будем их гонять по полной программе, везде и всегда, в том числе мы будем гонять их на Твиче, в том числе, нет, скорее всего, я их буду напрямую гонять уже на Ютьюбе, на основном канале, может на лайве, наверное, на лайве, правильно? Как вам идея? Потратить 500 000 для того, чтобы на 20-тысячном канале айфоны тестить. Ну, к слову, наверное, iPhone 14, все вот это дело, прожарку я сделаю на основном канале. Постараюсь сразу ответить на все вопросы, поделюсь впечатлениями первыми, и дальше уже будем решать. Так, я пока не вижу, что и как, но в целом примерно понимаю, куда бежать, чтобы лутаться. А здесь народ уже будет заряженный. Так, первая эмоция. Первый лут. Самый важный лут. Подгрузы какие-то. Так, все, бегу туда. Так, бежим в ту сторону, где стреляют. Машина рабочая? Да. Вот на ней уедем, если выживем. Вот, пошел. Есть. Подстрелил. Второго нашел. Так, уже меня вынесли вдвоем. Вот она, командная работа. Вообще не могу играть командно. Дмитрий, они бегут. Не надо меня пока поднимать. Еще один сзади, вот на него смотрю. Смотрю прямо на него. Вот здесь. Тебя тоже сняли? Ага, тебя тоже сняли. Так, ну это не наши, его сняли. А четверка, все, наверное, уже не придет. Печаль. Да не знаю, набегут, не набегут, посмотрим. Потерян участник. Может, не заметят? Все бывает, так сказать. Но я так подозреваю, что у меня живых никого не осталось. Выход. Они предлагали мне, наверное, стать участником. Да, топ-100, да-да-да, 26-й, все нормально. Топ-1 только один. Командная работа. Это сложный процесс. Здесь можно неплохо стрелять одному. Но если ты не в команде... Они меня наняли, а там 4 человека набралось. Так, кто-нибудь играет с нами еще или нет? Кто там спрашивал? Никого больше в онлайне и нету. Вот так вот с товарищами и планировать что-то, да? Ну ладно, понеслась дальше. Подготовку уже сразу нашли. А, нет, только подбор матча. Крог, веб, да какие проблемы добавятся?
Плохой из меня командный игрок, не везет совсем. Нет, это из меня никакой командный игрок, потому что надо вдвоем бегать, а не одному, и надо прыгать в угол, а не в центр, потому что, опять же, я не слышу половину. Если я, наверное, 3/4 не слышу. Еще из-за музыки. Буду вот так сидеть в наушниках. Или можно модные надеть, Соньки. Чтобы как все. Нет, я вообще не понимаю, почему стримеры сидят вот в таких ушах, чтобы уши не были видны. Или для чего? Подождем. Подождем. Жара. Как, кстати, картинка норма, или мне надо какой-нибудь другой фотоаппарат покупать для того, чтобы стримить? Хотя мне кажется, для Твича это уже более чем. Это уже традиция. Вырубая одного, приходят еще двое и убивают. Ну вот так. Зато быстро обновляемся, правда? И каждый раз нам дают попроще тусовку. Извиняюсь. Слушаю вас. Да-да-да. Ага. Угу. Угу. Ага. Хорошо. Тогда спишемся, окей? Угу. Я понял, я понял. Да нет, там, наверное, не реал. Хорошо, спасибо. Ну, я напишу тогда, если что. Окей? Все, давай. Ну что, айфоны отвалились. Скорее всего. Но это уже будет видно позже. Мобила не подходит по системным требованиям. Не могу. Печаль. Печаль. Печали никуда от этого не деться, к сожалению. Ну все, летим. Летим, товарищи. Друзья. Мы будем прыгать. Опять новорепная. Да, давай. В новорепное в угол. И оттуда уже будем отстреливаться. Можно в Милту. Давай в Милту. Во. В Милте есть хоть одна надежда на светлое завтра. Короче, не будет 17-го у меня смартфонов. Может, 18-го. Сейчас буду еще выписывать, вызванивать народ. У кого есть варианты купить все айфоны, признавайтесь. Саня, привет, можно с тобой сыграть? Конечно, можно, даже нужно, но чего-то как-то народ не добавляется. Так, народ куда-то полетел. Не туда, куда я. Не шутя тут народа. Но я в числе первых дропнулся, во всяком случае. Все вот в ту часть. Только Дмитрий здесь у меня. Ну что, лутаемся и надеемся, что у нас здесь хоть что-то, кроме денег. А есть еще оружие и броня. Броня есть минимальная. Здесь у меня первая броня, если что. Дмитрий, если ты слышишь. Но оружие 0. Зашибись. Повоевали. О! О! Опа! Ничего ж себе, по мне уже лупят. Быстро они. Вот так вот хуже всего, когда не видно откуда. Кто-то бил стекла. Вон, нет. Расположение врага подтверждаю. Ага, то есть он здесь все-таки. Пошли. Скорее всего, прыгать будет. Расположение врага подтверждаю. Не вижу. Блин, не вижу. Откуда? Вон он запрыгнул куда. Там же еще пиковая яркость 2000 нит. Где? Еще хотел поинтересоваться вашим мнением о Дексе и ему подобных решениях. Сформулирую Астропоезд. Декспе, наверное. Или не знаю, что такое Декс. Расшифруйте.
Так, я так понял, что больше никто с нами играть не может из-за системных требований игры. Нет оружия, кошмар какой-то. Нет, я нашел оружие, только я чувака не увидел, и все. Если бы здесь было по парам игра, но здесь, я так понимаю, по парам игры нету, потому что по 4 это, конечно, трындец. Это слишком сложно. Так, друзья, кто-то там добавляется все-таки. Принять. Тоже не особо супер топовый игрок, но ладно. Так, что у нас интересного? Отряд. Вот третьего отряд одиночный. Отряд. Все, 3. Один эпичный Дмитрий. Так, и... Кто из команды не готов? 1, 2, 3. Ну серьезно? Ну и зачем добавляться? Samsung DeX. Не знаю, что это такое. Сейчас посмотрим. Как у меня может быть мнение по поводу того, что я даже не знаю? Беспроводное подключение. Типа Миракаста. Я не знаю, у меня нет самсунговского телека, чтобы я вам сказал. Да я понял уже. Не знаю, я не тестил. Так, дропаемся, Дмитрий, сейчас куда-нибудь далеко. Почему? Потому что надо выжить. Надо выжить для того, чтобы все-таки погонять этот смартфон, а он не тупо в подборах матча посидел. Вот так вот. Так, и в итоге... Нечего жаловаться. Кирилл, конечно, молодец, если это был Кирилл. Выжить любой ценой. Выжить хотя бы минут 15, чтобы он хоть чуть-чуть погонялся в игре, а не как мы обычно. Астропоезд принял. Я уверен, что там все хорошо, но опять же, это больше у контент-мейкеров Samsung. Их хватает, в принципе. Спросите. Но мне кажется, что... Ну, опять же, что кажется? Надо смотреть. Надо смотреть и тестить, потому что на заборе... Вот я про этот телефон попытался посмотреть обзоры. Я нигде не слышал, что такое днище экран. Ну, то есть, может быть, я как-то по-другому к нему отношусь, но мне тяжело к нему относиться по-другому, если у меня там, не знаю, есть, опять же, есть, вот он, великий, ужасный, прекрасный телефончик, вот, окей, вот Realme. Здесь я не ощущаю, что здесь с яркостью лабутень. Здесь, видите, 770, 790. Наверное, видите. Подождите. Нет, не видите. Сейчас я буду пытаться сделать так, чтобы вы видели. Что-то туплю. Вот, вы видите. 777. Здесь в тех же условиях. Настройки, давайте, чтобы настройки включить. Чтобы мы вообще белым-бело было. 467. То есть реально на 300 люксов, ну это прям в одних и тех же сценариях использования. То есть здесь не авторежим стоит. Здесь обычная яркость. Вообще как так? Вот обычная яркость, авторегулировки нет. Притом я бы не сказал, что Neo 3 это какой-то супер образец по экрану. Это просто нормальный экран. Да, Дмитрий, а это просто третий эшелон за 50 с лишних штук. После ROG Phone 6, который обзор будет, разумеется, завтра, и вы его увидите, это дело воспринимается очень тяжело и сложно, потому что цена одна. Я Asus не люблю, чтобы вы понимали, они мне там не посылают Zenfone 9, они динамят меня с 5S. И вообще, в принципе, это я говорю, просто я на Али купил. То есть это не из разряда там Asus, подружитесь со мной. Вот, а из разряда пользователя. То есть мне не везет с их устройствами, я никак их купить не могу. Так, в Приморск летим. Вообще в Приморск и в топку. Вот так летим и все. Летим до упора. Не хочу я погибать. Все, хватит. Добрый вечер. Как можно взять до 33 тысяч 35 с хорошей камерой, мейн-камерой, стабом и съемки видео? Паркин Xiaomi 11T Pro. Как вариант. Так, стоп. А я не двигаюсь никуда же. Я просто падаю. Гениально вообще. В катку полетим тогда. Уже все, я ступил. Скиллы просто уровня бог. Да? Летим в катку. В гадку. Катку.
Здесь лута будет по-любому. Сюда по-любому мало кто сядет из профов. Что это бессмысленная тема. И я не вижу здесь парашютов. Либо они уже здесь, и мы закончим это все моментально. Либо здесь уже еще никого нет. И мы нормально полутаем. Еще и машины здесь есть. Вообще жир. Сегодня наш день. Так, арбалет нам не нужен. Ну, это хоть что-то. Окей. Бронь. Сюда всегда мало кто-то в реальной игре прыгал. По той причине, что здесь людей мало. То есть залутаться можно, а народа мало. Ну и плюс тут мало снайперок все время было всегда. В обычной игре. Опять же, сейчас, наверное, рандом. И раскидывают везде плюс-минус одинаково. А в стародавние времена это было не так. И... Так, здесь есть вторая каска. Ну, я думаю, уже найдет без меня он вторую каску. Ей. Опа, я слышу кого-то. Еще и стреляют по мне. Не шутя. Ты слышал? И где он? Здесь бегут или где? Опа. Опа. Так. И со спины. Со спины мне что-то тоже залетело. Ага, я вижу трупака. Вижу, но не слышу. Так, о! Отличные дела. ДПшечка, только патронов нет. А дела так-то великолепно. Или у меня глюк был? Нет, здесь есть клиент. X2 еще есть. Только патронов нет, ладно. Будем надеяться, что я найду патрона. 7,62. Живем, пока живем. Патронов-то 14. Оружие отличное, только патронов нет. И броня 3. И магазин расширенный. И вообще цвет. Повезло найти. Здесь 3... А, нет, здесь 2 бронежилет. Чаще. Полутаюсь, может быть, здесь найду. Я понял уже, что ты там скинул. Так. Да все, я спрыгиваю. Окей. На один подход хватит. Все, можем бежать. Там кто-то был? Бежим в центр зоны. Можно полутаться еще там, в тех домах. Главное, под тачки не попасть. Горячий смарт. 74% и 120 Гц, и температура здесь не указана, как вы видите. Скоро летсплей будет писать, смешно. Я, кстати, честно, положа руку на сердце, даже не знаю, что такое летсплей. Вообще. Так, и... Опа.
Ага. Окей. О, X8. X8. Не шутя. Коряк в топку. X8 берем. И что здесь еще? Все. На опыте. Погнали к этому. А. Это наш дроп. А, ты заказал что-то? Окей. Так, а у меня есть 1190, и я тоже могу что-то заказать. Так, что мы можем заказать? Щит. X10 могу заказать. Патроны не нужны. Дрон-разведчик может быть. Щит. Как раз за дроном, может быть, кто-то прилетит. Расположение врага подтверждаю. Где расположение врага? Так дрон так и не прилетел, я правильно понимаю? А, вон летит. Я заказал щит. И чё? Не взялся он, что ли? Не, взялся уже, все. И куда нам идти? Да, думаю, в руины пошли. К следующему пошли зданию. В конце концов, у нас уже час почти. И мы узнаем, сколько это дело поедает в час. В пабге. Не самые требовательные игрушки. С дронами, да, классная фишка. Но еще лучше дропы такие. Слышишь? Летит. Где-то. Надо было на машине поехать. Вон он. О, побежали. Хватай машину. К дропу. Туда. Надо проверить мою метку. Во всяком случае, его будет видно. Не, далеко. Ой, как далеко, не добегу я. Так, и ровно час с 99% получается до 72, 27%. Не самый критичный вариант. Так, если я сейчас буду видеть этот дроп, то все в огне. Можно будет попасти народ, пока Дмитрий доедет до меня. Или я, если доеду до него. Да, я сейчас тоже тачку возьму. Что-то мне подсказывает, что там уже залутали его. Нет, не залутали. Погнали.
Мы бы увидели, если бы кто-то лутал. Раз, два, три, елочка, гори. Так, и чего? Не выкидывать надо лишнее все. Все. Погнали. Четверки надо ехать, наверное. Что если эти типы выжили, то они тоже не самый худший вариант. Хотя они по центру просто упали. Но опять же, они там выжили. Доигрываем и все, правильно? Я думаю, учитывая, что мы катим по открытой местности, то вот эта вот тема с доигрыванием, она довольно простая будет и быстрая. Опа. Резко тормозить нельзя. О, еще один дроп. Дмитрий, мы просто обязаны его залутать. Может, тройка там же, но мне кажется, нет. Мне кажется, они бегут, а мы летим. Так, а где вот дроп? О! Дмитрий, мы первые. Надо проверить мою метку. Мы первые. Прыгай. Выпрыгивай. Опа. Это свой меня? Ну все, зашибись. Не поднимай его. Офигенный товарищ. Бросать в машину. Просто офигенный. Не-не-не, не поднимай. Я. Осуждаю, если вы вдруг слушали что-то. Слышно было? Если слышно, то придется вырезать. Это 1:14. Мы слышали. Ну тогда придется удалять просто это. Придется вырезать мне. Ничего критичного. Напрямую выгрузить нельзя. Надо проверить
Окей. Опа. Еще раз, а куда они встали? Ну, сейчас они его добьют. Мне нужна помощь. Мне нужна помощь. Так, ну все. Не поднимай никого нафиг. Пошли они в топку. Этот может быть для команды взять. Мне нужна помощь. Не, не буду. Не поднимай, не поднимай. Хотели так играть? Пусть Мне играют. нужна помощь. Все отлично, лутаемся. Так, хорошо. Хороший такой коллектив приехал. Пулемет. Мне нужна помощь. КСВРов. Вот так. И надо играть. Стоп, кто-то едет. Еще много очень живых. Не выходим. Не выходим. Так, откуда? Ага. Прячемся, прячемся, прячемся. Чтобы хилнуться. Не иди, не иди. Да подожди ты меня, Дмитрий. Ладно, хер с ним. Где они хоть? Метку поставь, где они. О, оттуда. Опа. Получается, со спины Надо еще. проверить мою метку. Вижу. Ну все, за рук норм. Хотя бы понятно, где они. Не двигайся. Сейчас я помогу. Они вне зоны. Им придется идти. Не вижу. Вижу, что вблизи. Вижу. Там. Надо проверить мою метку.
Не стал добивать, дурачок. А мог бы. Нам надо убегать. 20 секунд надо убегать. Плевать. Дмитрий, бежим. Им все равно бежать дальше, чем нам. Там камуфлированный, но он вряд ли будет себя палить, который приехал. Так а что я сейчас сказал, опоссум? Я тоже что-то сказал? Так а что было слышно? Сейчас 12 вырвалось, если извините за французский. Осуждаю себя. Так, и вот сюда встречаем их на возвышенности туда. Что полюбас они сейчас сюда прибегут. 5,62. Нету. Сейчас они подбегут сюда. Ну сейчас надо их подпустить тогда. Ты их видишь? 17. Я слышу шаги. Тринадцать, да, не добежали они. Весь сквад. Через минуту ограничение области. Побежали. Осталось 13. Ну, там 100% сидит кто-нибудь. И там. Это уже не важно. Главное забежать в область, а там уже как получится. Вот они. По нам лупят. Оттуда. Все, мы в зоне. Мы в зоне. Они не будут подходить, они будут ждать, откуда зона закроется. Либо обходить по широкому кругу. У меня ни гранат, ничего, к слову. Ну что, нам туда по-любому идти. Ждем, когда зона будет закрываться, чтобы все двинулись. А то со спины нам клиенты пойдут какие-нибудь. Все, пошли. Все, есть. Там дроп. Стоим. Стой, 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 стой. Стоим. Стоим.
Стоим. Стоим. Отходи, отходи, отходи назад сюда. Ой, ёшки. Откуда? Ага, вот оттуда. Я даже посмотрю. 10Т еще не пришел. Да я Беркман забыл. Все. Friendly Fire. Ну что, мы седьмые, пятые. Пятые с очень недружелюбной командой. Да. Какова мораль? Играть удобно, как на смартфоне за 1000 так. Ну вы поняли, 23. Менее удобно, чем на смартфоне за 21. Это, допустим, тот же Ace или Racing Edition. Но Racing Edition IPS, ладно, не будем сравнивать. Что я хочу сказать? Я хочу сказать, что да, топ-5 это хорошо, это раз. 2, наверное, хорошо, что вы увидели, что на смартфон мало смысла делать обзор. Вот. Брат Рубин, что не так? Первое сообщение. Огромное всем спасибо, кто подписывается на Twitch. Наберем 1000. Это будет просто лютой мотивацией для того, чтобы я продолжал этот банкет и высаживал, допустим, в нули те же айфоны, и это будет круто. К чему это все? К тому, что спасибо, что пришли. Огромное. Пум-пум-пум. И можешь сделать лайтовый обзор на лайве с разгромом. Я подумаю об этом, но смысл, вот, допустим, вы сейчас увидели яркость 0. Яркость дно. Не знаю, как по-другому сказать. Надо, наверное, сейчас будет выгружать. Опоссум, напиши мне хотя бы примерное время второго. Я как-то 2 раза не то сказал. Огромное спасибо, что зашли. Вот. В целом, смартфон не понравился. Нельзя покупать игровые смартфоны за 50 000 с такой хламояркостью. Черт с ним, с ужасной камерой, она здесь ужасна. Перегрев не так и сильно чувствуется обычный смарт игровой. То есть горячий, хороший игровой смарт, стандартный. Разряд довольно серьезный. Эмоций больше плохих, чем хороших. Но все бывает, так сказать. Всем спасибо за стрим. И до встречи, я думаю, завтра. Что мы будем гонять? Может, что-нибудь дешевое? Что будем дешевое гонять? Не забывайте, что все, кто напишет любой комментарий, огромное вам спасибо, вы помогаете проекту. И, скорее всего, да, я поеду в Москву, и 18 числа у меня только айфоны появятся. Но это уже другая история. К сожалению, в США только, наверное, будет завоз 16-го. Добра и удачи вам, дорогие друзья!